Эх, в добре, в добре. Всем привет, с вами МША. Давненько у нас не было рубрики МШАО, и очень клево, что у меня наконец-то дошли руки до этой рубрики. Как вы заметили, я имею некоторую тягу к вещам, которые так или иначе связаны с радиоактивностью. Ну а может, они имеют эту тягу ко мне, тут уж не поймешь. А так как это явление для здоровья не самое полезное, а что еще страшнее, никак не осязаемое, то для того, чтобы быть в курсе радиационной обстановки в местах, которые могут быть опасны, и тем самым снизить риск для моего здоровья, я использую приборы радиационного контроля, а именно дозиметры, радиометры. В этом ролике я расскажу об устройстве дозиметра и как он работает, ну и разбавлю нудную теорию некоторыми экспериментами. Покажу на практике свои рабочие лошадки, и мы проведем пару натурных экспериментов на радиоактивных веществах, которых я тут чуть-чуть притащил. И для лучшего понимания того, о чем говорю, настоятельно рекомендую посмотреть мой ролик о радиоактивности, клацнув вот сюда вот. Клац. Итак, МШАО, дозиметры. Хочу представить вам канал Руслана Татунашвили. Человек, шарящий в бизнесе, бизнесмен, остающийся человеком в мире акул. Если вы хотите заработать и у вас есть препоны, затыки и вопросы, а также есть чем поделиться в плане своих успехов и неудач, то можете смело обращаться к нему. На своем канале он дает советы, как заработать, а также берет интервью у тех, у кого уже что-то получилось в этой жизни. Также проводятся розыгрыши с интересными призами, например, обучение виндсерфингу или как Варик дадут поуправлять самолетом. Ну а самое интересное — это розыгрыш Бэхи Тройки среди подписчиков, когда канал станет миллионником. Можешь верить, можешь не верить. Как говорит Руслан, пацан сказал, пацан сделал. Заходи, смотри, развивайся и подписывайся. В этом ролике я коснусь только более-менее распространенных дозиметров. Специфические химические или калориметрические приборы, методики измерения протонной и нейтронной активности мы оставим в сторонке. Начнем с того, что в обиходе все приборы, так или иначе измеряющие радиоактивность, называют дозиметрами. Побуду светочем, несущим знания в массы. Это не совсем так. Прибор, который определяет текущую радиационную обстановку, то есть в каких количествах гамма-лучи или бета-частицы пронизывают в сей момент наши тушки, а говоря более правильно, определяет мощность дозы, называется радиометр. А штука, измеряющая величину дозы, которую мы хапнули или можем хапнуть, как раз и называется дозиметр. От слова «доза», чтобы передоз не схватить. Часто эти приборы объединены в одном корпусе, и тогда его верное название – дозиметр-радиометр. Но часто в обиходе второе слово опускают, и выходит эдакая неочевидная путаница. Также не всегда эти устройства соединены вместе, и если вы соберетесь покупать девайс, уточните, что именно вы покупаете. Радиометром удобно пользоваться для мгновенной оценки текущей радиационной обстановки. Вспомните, как я шел по подвалу медсанчасти. Тогда мой ДРГ был включен в режим радиометра, и я сразу видел, что тут звездец. А тут, ой, мама, еще больше звездец. Точность измерения здесь невысока, но нам нужна просто оценка ситуации, и этого вполне хватает, чтобы в случае чего унести свои ноги подальше. А вот для более точного измерения величины дозы требуется время. То есть дозиметр, производящий измерения, вы держите рядом с измеряемой поверхностью в течение от нескольких секунд до каких-то там минут. При этом, если дозиметр у вас в руках, вы ловите всю дрянь и рукой, ну и телом в том числе. Поэтому для того, чтобы схватить меньшую дозу, эту фотографию, например, я делал, положив дозиметр на заранее принесенный пакет и свалив за угол, пока он измерял. Теперь поговорим об устройстве дозиметра. Ну тут все просто. Есть детектор, который чувствует ионизирующее излучение. При попадании частицы в него он выдает в электрическую схему сигнал. А сама схема преобразует этот сигнал в понятный нам вид. И тут фантазия ничем не ограничена. Это может быть потрескивание, помигивание, отклонение стрелки, вывод информации на экран в цифровом виде, вывод информации голосом, ну и можно продолжать еще долго. В качестве детектора могут использоваться различные устройства. Сцинцилляторы, ионизационные камеры. Ну, в принципе, если убрать бытовую дозиметрию, то скажу так, в качестве детекторов можно использовать все, что воспринимает радиоактивное излучение, ионизирующее излучение. То есть даже ту же фотобумагу можно использовать в качестве детектора радиоактивного излучения, так как она этим радиоактивным излучением засвечивается. Дальше остается ее только проявить, закрепить и посмотреть по степени засветки, насколько интенсивно было излучение.
Но согласитесь, фотолабораторию вы с собой таскать не будете, да, и понять там правильно, как это что происходит, это нужно специалисты, и обычный человек в обычных условиях полевых это вряд ли сделает. Ну, это, конечно, специфика. В обычных дозиметрах бытовых, военного назначения обычно используются счетчики Гейгера. И с этим связано еще одно заблуждение. Иногда дозиметры по ошибке называют счетчиком Гейгера. Мол, Вася взял счетчик Гейгера и отважно шагнул в реакторное. Нет, это не так. Вот как выглядит счетчик Гейгера. Это одна из самых распространенных модификаций, применяемая во многих дозиметрах, цилиндрический счетчик Гейгера модель SBM-20. Как видите, просто деталь. Без дополнительной обвески абсолютно бесполезная железка. Так с ней и сгинете в радиоактивных болотах. А вот если к ней подать напряжение, да подключить схему подсчета зарегистрированных импульсов и вывести это куда-либо, уже получится дозиметр. И все-таки, как эта трубочка может видеть то, что не видим, не чувствуем мы? Все довольно просто. Полость внутри этой трубочки заполнена разреженным инертным газом с некоторыми добавками. Внутри полости по центру протянута металлическая нить. Это анод. Стенка счетчика, как вы видите, тоже металлическая. Это катод. К ней и нити подается напряжение. Вот как раз выводы для подачи напряжения. Порядка 400 вольт. Расстояние между нитью и стенкой корпуса подобрано такое, что оно вот-вот должно пробиться приложенным напряжением. А дальше работает физика. Летит частица или гамма-квант. Она врезается в металлическую стенку прибора и выбивает из нее электрон. Электрон, получивший пендель и приобретя значительную энергию, летит внутрь детектора и врезается в атомы газа, которым он заполнен, выбивая в свою очередь из них электроны, ионизируя их. Под действием электрического поля получившиеся электроны и ионы разгоняются и реагируют со все большим количеством атомов. Происходит лавинообразное нарастание количества ионов. Мне, как всегда, приходят какие-то оригинальные сравнения, видимо, это я. Давайте с вами представим огромный бильярдный стол, который находится под небольшим наклоном. Шары в нем находятся в лунках, чтобы они не скатились вниз, в небольших луночках. Расстояние между шарами разное, от 20 сантиметров до метра, до 2 метров. И вот вы бьете по шару, он срывается вниз. Летя вниз, он наверняка заденет какие-то другие шары. Они со своих лунок тоже срываются, 1, 2, 4, и таким образом, разрастаясь, к низу уже катится армада этих шаров. Примерно то же самое творится и в счетчике Гейгера. Итак, ионы дают проводимость в газе. Не зря же электрическая дуга может гореть в воздухе весьма продолжительное время, хотя сам воздух диэлектрик. И получается, что внешняя обкладка становится замкнутой с нитью в полости счетчика через ионный канал. Возникает импульс тока, который отслеживается схемой. И эта же схема гасит этот канал, возвращая детектор в исходное состояние. Дальше остается сосчитать количество импульсов и вывести их на экран. Но если бы все было так просто, наша жизнь была бы более скучной. Так и здесь. Основной недостаток дозиметрических приборов на основе счетчика Гейгера в том, что они не различают альфу, бету и гамму. Что залетело в прибор и было зарегистрировано, то и будет сосчитано. И снова нюансы. Например, альфа-частица пролетает в воздухе считанные сантиметры, но при попадании в счетчик будет зарегистрирована практически 100%, так как сама по себе она тяжелая и большая, и наверняка заденет атомы газа, которые присутствуют в детекторе. Это как шаром для боулинга катнуть по нашему бильярдному столу, наверняка что-то заденет она. А вот бета-частица может пролететь сквозь счетчик и не успеть ни с кем среагировать. Это как из страйкбольного автомата шмальнуть по шарам, где-то по ним попадет, а где-то и мимо шаров пролетит и улетит дальше. Поэтому регистрируется где-то от 10 до 30% бета-частиц. А по гамме регистрируется вообще где-то 0,1%. Все остальное пролетает насквозь, ничего не задевая. Поэтому при разработке дозиметров большую роль еще играет алгоритм подсчета импульсов, толщина стенок прибора, материал изготовления этих стенок прибора и многое другое. И тогда, в принципе, будет резонным вопрос. А как же дозиметром измеряют бету или гамму? Давайте сейчас поэкспериментируем, я вам расскажу. Для эксперимента я возьму свою рабочую лошадку под названием Radioscan 701, включим его, и в качестве источника излучения у нас будет использоваться блок детектирования от корабельной дозиметрической установки. Такая вот немножечко опасно выглядящая штука. Контрольный источник находится там внутри, сейчас мы с вами и разберем этот блок детектирования и достанем источничек. Оп! Здесь находятся две платы, по крайней мере, находилось две платы. Но одну плату тут уже кто-то нехороший снял.
видимо, на драгметаллы. Контрольный источник, скорее всего, находится вот здесь, вот в запаянной резиновой вот такой вот капсуле. А вот отсюда весело улетают бета-частицы. Так, поэтому на себя не направляю, но, как бы, в принципе, здесь ничего не будет, если недолго держать. Но, тем не менее, для здоровья не самая полезная штука, если долго контактировать с ней. Принцип измерения бета-излучения основан на, грубо говоря, на вычитании. В чем суть? Мы измеряем чисто внешний фон с одетой крышкой, в которой нет. Здесь у меня крышка, она, как видите, состоит из двух половинок. Вот здесь находится свинцовый экран, а здесь просто пластик. Пластик отсекает бета-излучение. Свинец, он еще несколько гасит гамму. Так вот, мы отсекаем бета-излучение и измеряем чисто гамму. Через это окошко проходит полностью гамма-излучение. Причем измеряем его непосредственно у коллиматорного отверстия, у выхода нашего источника. Сейчас я включу бету. Режим бета. Он мне пишет как раз: наденьте крышку. Я надел крышку и нажимаю «Произвести измерение». Меряем в упор. Он нам намерил какое-то количество частиц. Это без бета. То есть без бета-излучения у нас попало 570 частиц. Теперь мы снимаем крышку, оголяя тем самым наш счетчик Гейгера. И теперь в него полетит все. В том числе и гамма немножко получше, поэтому формула вычитания не совсем корректна. Ну да, это не суть. И бета полетит полностью. Поэтому мы переходим в режим измерения беты. Вот так вот. Он пишет: снимите крышку, начинаем измерение. Он сразу быстренько завершает измерение и, вычитая из того, что было, показывает, что прибор у нас светит почти 5000 частиц на сантиметр квадратный в минуту, что есть довольно-таки много. Ну, вот так вот примерно измеряется бета. Надеюсь, кому-то будет полезно. Помимо счетчиков Гейгера, как я уже говорил, для регистрации ионизирующего излучения могут применяться сцинцилляторы и ионизационные камеры. Вот про ионизационные камеры мы сейчас с вами немножечко подробнее поговорим, так как они являются основой работы прямопоказывающего индивидуального дозиметра-накопителя, наподобие вот такого вот, который вот у меня в руке, карандашика, который применялся в качестве дозиметра-накопителя у ликвидаторов, который я брал с собой в первый поход мой припятский нелегальный. Вот сейчас мы с вами на нем и остановимся чуть подробнее. Так как же работает такой индивидуальный дозиметр-накопитель? Основой его является ионизационная камера, в которой подается некоторое напряжение, и она заряжается, приобретая некоторый потенциал, как конденсатор. Радиоактивная частица, пролетая через этот конденсатор, грубо говоря, вызывает небольшой его разряд. И чем больше этих частиц, тем сильнее и быстрее разряжается конденсатор. А теперь вспомните такой момент из детства. Не знаю, было ли у вас такое, но у меня-то точно было. Берете мелко порванные листочки бумажки и трете их об шерсть. Или просто шерсть там наэлектризовываете и кидаете туда эти листочки бумажки. Они, как правило, прилипают к ткани, а находящиеся рядом листочки, они могут отталкиваться друг от дружки, потому что у них присутствуют одноименные заряды. Вот примерно тот же самый эффект используется и здесь. Только вместо листочка бумажки идет тоненькая нить. Когда вы идете по месту, в котором присутствует сильное радиоактивное излучение, конденсатор ваш начинает разряжаться, его заряд уменьшается и, грубо говоря, вот этот листочек начинает опадать. Соответственно, он двигается по шкале, и вы можете смотреть, какую дозу вы сейчас получили. Прибор вот этот именно градуирован до 200 миллирентген, поэтому, чтобы сейчас даже в Чернобыльской зоне отчуждения выработать его ресурс, это нужно, кстати, очень нормально потусить, например, в том же подвале. Так, допустим, пару часиков, что, согласитесь, довольно-таки весомо. Поэтому такие приборы применяются в гражданской обороне, применялись они ликвидаторами, то есть в повседневной жизни они вам не пригодятся, потому что толку от них ноль. Здесь нету таких высоких уровней излучения. А теперь, ребят, давайте поговорим о моих дозиметрах, которыми я пользуюсь или не пользуюсь по какой-либо причине. Первым, еще, наверное, году эдак в 2007-2008 у меня появился дозиметр DRG-01T1. Хороший прибор, который меряет в очень больших диапазонах, больших пределах, которые на самом деле, когда понадобится, наверное, это уже будет полный алис. И с него я начинал измерение, обмер всяких разных интересных мне мест. Например, я живу в Гатчине, поэтому первым делом я объехал вокруг Петербургского института ядерной физики и все там измерил. В принципе, ничего не нашел. Дозиметр широкодиапазонный, и в этом его несомненный плюс. В чем его минусы? Он измеряет только гамму, потому что вот здесь вот находится довольно-таки такой неплохой по толщине слой стали, который задерживает полностью бета-излучение. И в этом есть косячок. Второй косяк в том, что у него нету звукового оповещения. То есть у него есть подсветка,
я не знаю, даже видна одна, она такая очень кондово сделанная, то есть там ЖК-экран подсвечивается сбоку расположенной лампочкой, ну вот, в принципе, так вот видно. Ну, есть подсветка, но нету звукового сопровождения, поэтому, когда ты идешь где-то с ним, нужно постоянно смотреть на него. Если же на него не смотреть и прокуковать какую-то опасную зону, то можно что-нибудь схватить на себя. Тем не менее, с этим дозиметром я ходил в Припять, и он мне, в принципе, неплохо помогал, вполне вменяемые показывая показания, так как я проверял одновременно на 2 дозиметрах. В чем минус из-за того, что он не измеряет бета-излучение? Буквально недавно мы с вами измерили количество бета-частиц на сантиметр квадратный, исходящее из вот этого коллиматорного отверстия. Давайте сейчас с вами измерим дозиметром, что он покажет по гамме. Вот сейчас он несколько, там где-то десятка-полтора секунд он меряет. Он показывает 58 микрорентген, что в принципе, ну как бы не так уж и много на самом-то деле. То есть это всего там в пару раз выше нормы. А частиц у нас было просто нереальное количество, поэтому в этом плане с ним нужно быть аккуратным. Этот дозиметр может работать в режиме дозиметра и в режиме радиометра. Именно в режиме радиометра я им пользовался, когда ходил по подвалу медсанчасти. Он показывает не очень точно, как видите, постоянно плавает, то 30 микрорентген, то 10 микрорентген, но тем не менее, когда это значение улетало вперед, наверх, уже можно было понять, что ой-ой-ой, нехорошо. В дозиметре применены счетчики Гейгера SBM20 и C34 или C40. По описаниям везде по-разному пишут. Давайте попробуем, кстати, этим дозиметром измерить мощность от контрольного источника прибора DP5A. Этот прибор мне достался относительно недавно, и им нужно заниматься, им нужно восстанавливать, поэтому на данный момент я им не пользуюсь. Но у него есть интересный момент, у него есть контрольный источник. На основе стронция, очень веселая такая тема, закрыта она вот такой вот металлическим экраном. Сейчас я его достану, и он очень неплохо засветит. Ну, давайте откроем. Вот эта вот плашка металлическая. Вот здесь вот запаян кусочек стронция. Давайте посмотрим, насколько он светит по показаниям дозиметра ДРГ. Дозиметр ДРГ практически не чувствует беты от этого источника. 23 микрорентгена он всего показывает. А что же покажет мой радиоскан? Даже звук включим. Ну вот он показывает в районе где-то, чуть меньше сотни микрорентген в час, что в принципе неплохо. Давайте померяем по бете, сколько частиц вылетает из этого контрольного источника. 5200 частиц. Если я сейчас включу звук, вы ошалеете. Плюсы звуковой индикации. Можно сразу понять по звуку, где опасненько. То есть, допустим, вот дозиметр находится на уровне моего лица. Как видите, все спокойно, да? Вы думаете, что я тут сейчас обучаюсь по ядерному. На самом деле, бета-частицы тоже не так уж по воздуху много летят. Но приближая прибор к источнику, мы чувствуем, как нарастает. Нарастает. И вот он прямо с ума сходить начинает. Вот, я его почти в упор вообще приблизил. 7400 частиц. Давайте-ка я его вот так вот положу. В добре. Вот практически в упор с расстояния где-то миллиметров, наверное, сантиметр, потому что здесь небольшая скобочка имеется. 23,5 тысячи частиц летит с этого действа. Это, конечно, много. Скажем так, не совсем, конечно, корректно я это все дело измеряю, потому что для измерения беты нужно при снятой и при одетой крышке находиться на одном и том же расстоянии. Я здесь с расстояниями немножко игрался, но тем не менее вы чувствуете, какое количество всякой бяки вылетает отсюда в секунду. Поэтому я думаю, что мы сейчас вот так вот закроем экранчик и успокоимся. Кстати, чувствуете, как экранчик хорошо защищает? Все. Адская машина, закрывайся. Так что вот такие вот няшки можно найти на просторах нашего СНГ. Что мне очень нравится, DP5A, в принципе, как и все DP, идут в таком приятном зеленом чемоданчике. Здесь есть отсек для внешнего блока питания, вот там вот с той стороны находятся наушники, капсюли, всякие разные отдельные прокладочки и так далее, ремкомплект типа, и, естественно, инструкция по эксплуатации. Со временем я все это дело подклею, сделаю, запущу. Кстати, сверху закреплена выносная штанга для блока детектирования. Ею вводишь и проверяешь, например, не привез ли автомобиль на своих колесах какую-нибудь бяку. Поэтому, когда я его запущу, это будет отдельный репортаж, я думаю.
При пользовании дозиметром, кстати, хочу вам сказать, если вы подносите его близко к радиоактивно зараженной поверхности, либо поверхности, которая может быть заражена, но вы как бы об этом не знаете, старайтесь рабочей поверхностью дозиметра не касаться ее, потому что с этой поверхности может остаться частица, или хуже того, она попадет туда и будет давать побочную засветку. Поэтому помните этот момент и будьте аккуратны. Именно поэтому я клал этот дозиметр на пакет, когда фоткал в подвале медсанчасти. Пакет чистый, с той стороны грязь, с этой стороны чистота. Можно положить дозиметр. Вот такие вот дела. Помимо этих дозиметров, у меня еще есть вот такой вот МКС. Хороший профессиональный прибор, но мне его когда подогнали, он оказался как-то очень хитро перепрошит, что мне им толком не воспользоваться. Прибор готов к работе. Вот голосовое измерение. Гамма 99%, сейчас погрешность, сейчас она начнет уменьшаться постепенно, и потом она будет говорить, что женщина, что радиационный фон в норме. Но этот дозиметр может измерять бету, альфу, а никак между этим делом не переключиться, потому что он показывает только звук он, гамма, доза, очистить дозу. Вот и все дела. Как-то хитро он зашит, но, в общем, не судьба пока мне им воспользоваться. Но здесь то же самое. Так, и дай-ка я тебя выключу. Прибор выключен. Приятный такой голос. Здесь тоже используется торцевой счетчик Гейгера типа бета-1. Прибором этим я пользоваться не могу, но скажу, по сравнению с этим, у него есть один хороший плюс. Крышка у него съезжает в сторону. Соответственно, в данном случае здесь эту крышку нужно снимать. И, если это делается какими-то занятыми руками, то можно эту крышку нечаянно уронить или еще что-нибудь. Но это как бы мелочи. Сам приборчик, кстати, вот этот мне довольно-таки сильно нравится, так как у него очень удобный интерфейс, удобно все показывается, выводится. Сам он компактный, намного более легкий, чем вот этот вот даже МКС. То есть здесь, видимо, более какая-то такая суровая плата стоит. Здесь, видимо, более такие нормальные, изящные решения технические приняты. Ну и мне с ним, естественно, намного более спокойно ходить, нежели чем с ДРГшкой, которая не измеряет бету. А так как активность в Чернобыльской зоне отчуждения обусловлена в основном стронцием и цезием, которые бета-активны, то измерять бету надо, и с ним намного более спокойно. Это вот, что я вам скажу. Питается, кстати, прибор от 2 батареек мизинчиковых. И у него есть еще возможность соединения с компьютером по USB, вывода журнала, он записывает дозы, которые я наснимал и так далее. То есть так вот, в общем, можно поизвращаться немножко. Можно его перепрошить. В общем, такой интересный маленький компьютер-дозиметр-радиометр. Еще интересный подгон мне сделал Серж Петров. Спасибо тебе, Серж. Этот подарок прибыл мне из горы Бештау, что находится на Кавказе. Там находятся рудники, в которых раньше добывали уран. И вот перед вами находится маленький кусочек минерала под названием шрекингерит. Интересное такое название, немножечко от слова «шрек». Этот минерал светится в темноте под лучами ультрафиолета. Очень красивое зрелище. Давайте сейчас, кстати, с вами зайдем куда-нибудь внутрь в темноту и посветим. Темнота, друг молодежи, ребята. У меня в руках находится фонарь, который светит в ультрафиолетовом спектре. На самом деле фонарь-то обычный китайский, но светодиод здесь необычный, хотя тоже китайский. Светодиод светит в ультрафиолете. Но открою вам маленький секрет, может быть, вы не знали. Все фонари, которые светят белым или каким-то теплым светом, они также светят в ультрафиолете. Но на них нанесен люминофор, который, скажем так, выправляет спектр в привычную нам нужную область белого, теплого, желтого, оранжевого цвета. Здесь же люминофора нету, и поэтому фонарь светит, примерно как-то вот так вот. Давайте теперь же выключим наш осветитель и посмотрим, как ведет себя минерал шрекингерит в лучах ультрафиолета. Поехали. Как видите, засветились вкрапления шрекингерита в пустой породе. В упор не свечу, потому что будет пересвет в кадре. Вот такая вот красота. Теперь представьте себе, как красиво в мощном луче ультрафиолета, если посветить в выработке, где добывали этот минерал. С другой стороны, нахождение там довольно-таки опасно для здоровья, так как этот минерал содержит в себе уран. Уран альфа радиоактивен. Соответственно, если вы надышитесь пылью этого минерала, то внутри у вас будет источник альфа-излучения, которое является самым опасным для человека. Поэтому это такая, скажем так, смертельная красота. И лучше на нее смотреть с экрана видео. В моем случае это маленький камешек, который хранится у меня в фольге, задерживая все альфа-излучение, и в принципе ничего мне с этого не будет. Тем не менее, с такими вещами нужно быть аккуратными. Ну а теперь с вами включаем софит, и все волшебство пропадает. Только в ультрафиолете это все будет видно.
Дозиметр пишет, что может измерять и альфу, но пробег альфы в воздухе весьма мал, поэтому как он это все дело понимает, я, честно говоря, не могу понять. Но, тем не менее, давайте переведем его в режим альфа, выберем альфу. Альфу он предпочитает измерять точно так же. Наденьте крышку. Ну, видимо, надо надеть вот так вот, чтобы отсечь все. Ну, он намерил нам 430 частиц, летящих с этого минерала в воздух. Но, естественно, альфа-частицы надо вообще в упор измерять. У нас здесь фольга и так далее, то есть нету какой-то идеально ровной поверхности. Но, тем не менее, этот минерал чуть-чуть радиоактивен. Естественно, если я сейчас включу гамму, 34 микрорентгена – это не суть важно, из-за чего нужно беспокоиться. У меня тут настроены пороги. По каждому режиму измерения, по гамме, бете, альфе можно выставить 2 порога. Первый вот у меня выставлен 30 микрорентген, как санитарный. Второй там уже какие-то бешеные рентгены, поэтому по поводу их я как бы не запариваюсь. Так что так вот, такой вот минеральчик. Серж, еще раз респект. Так, ну что, господа, давайте с вами посмотрим, как могут различные предметы ослабить бета-излучение. 4700, вот где-то максимальное значение, которое мне удалось намерить. Возьмем с вами 1000 рублей и посмотрим, как она нам поможет. Но 1000 рублей нам уже не дает выйти в предел 4000 частиц. То есть частиц 500, по крайней мере, она уже задерживает, что есть хорошо. Давайте возьмем 2000 рублей. С 2000 рублями количество частиц у нас примерно равняется, 3400 даже намерили. Окей. И 3000 рублей. Все, денег у меня больше нету до зарплаты, так что не ждите продолжения экшена. И, кстати, да, деньги радиоактивными не станут. Для того, чтобы они стали радиоактивными, их нужно обучить нейтронами. Поэтому частицы, электроны, которые прошивают сейчас мои эти 1000 бедные, они улетают дальше, либо застревают где-то в молекулах этих 1000 рублей, и, в принципе, ничего им не станет. Ничего с ними не произойдет. И с теми, кто будет пользоваться этими деньгами, тоже. Где-то в районе 3000. То есть, 1500 мы ослабили. То есть, каждая такая купюра берет на себя порядка 500 частиц в среднем. Что у нас может телефон? Телефон тоже неплохо работает вместо свинцового окошка, но он дороже и он толще. Как кусочек фольги погасит бета-излучение? По-моему, эта фольга сделана из какого-то кала, скажем так, потому что она практически не гасит излучение, то есть 3500. Кусок фольги то же самое равноценно нескольким купюрам. Вот такие вот дела. Одной из самых больших опасностей бета-излучения является радиоактивные ожоги глаз, так как глаза у нас, грубо говоря, внутренность организма ничем не защищенная. Поэтому я сейчас взял свои солнцезащитные очки, из которых практически не вылезаю, благо погода хорошая. Давайте вот просто посмотрим, если я буду находиться в очках, сколько частиц мне прилетит. Скажем так, конечно, что-то прилетит, но значительно ослабленное. Поэтому очки в этом плане помогают. Лучше, чем фольга, на удивление. А теперь интересный такой моментик. Посмотрим, насколько же сильно гасит бета-излучение моя футболка, которая на мне одета. Практически оно и не падает. 3500 частиц, грубо говоря, 1000 частиц она задержала. 1000 мелочи приятно, но тем не менее футболка не является, одежда не является какой-то нормальной защитой от бета-излучения. Самая надежная защита от бета – это расстояние. Как видите, здесь уже практически ничего не чувствуется. Порядка 100 частиц. Именно по этой причине в Чернобыльской зоне отчуждения нельзя находиться несовершеннолетним, так как дети маленького роста и бета-частицы долетают до их репродуктивных органов, до их тела, тем самым могут нарушить дальнейший рост маленького организма. А взрослым уже немножечко по боку, и они чуть-чуть повыше. Конечно, тема дозиметрии очень огромная и обширная. Рассказывать о ней можно долго, и наше видео разрастется опять в Санту-Барбару. Да и у меня еще далеко не все знания есть, чтобы читать огромные лекции. Так что я думаю, что можно на этом заканчивать. Я надеюсь, что вы поняли, что не бывает идеального дозиметра, но бывают более точные. Главное, уметь ими пользоваться. Будьте бдительны и следите за своей безопасностью. Надеюсь, что я был интересен и полезен. Если так, то палец вверх и подписка – лучшая мне благодарность. Если есть вопросы и аргументированная критика, то добро пожаловать в комментарии. На наиболее здравые вопросы я постараюсь ответить. Удачи, берегите себя, до новых встреч, до новых видео. С вами был МШ.
Мы познакомимся с русским регистратором Datacam G5, который в зависимости от комплектации стоит от 9900 рублей. В наличии блендофильтр, инновационная разработка инженеров КБ Datacam, защищает кадр от засветов и бликов. Уникальное крепление на неодемовых магнитах позволит за секунду установить и снять регистратор. Уникально четкое видео с битрейтом до 20 мегабит в секунду получается благодаря прокачанному русскими инженерами процессору Ambarella. Короче говоря, регистратор на 1-2 поколения опережает все другие модели на рынке.